Здравствуйте, друзья! В последние несколько лет мужская сборная России по фигурному катанию не радует нас хорошими результатами. И это связано в первую очередь с нестабильностью фигуристов. Да, наши спортсмены еще не могут показать такую сложную программу, как тот же Нейтан Чен или Юдзуру Ханю. Однако с остальными фигуристами российские фигуристы вполне могут бороться на равных. Но из раза в раз наши фигуристы все падают и падают. Сегодня неудачно выступят одни спортсмены, завтра другие. И перед любым стартом совершенно непонятно, кто из россиян выступит лучше других. На стартовавшем чемпионате Европы 2022 нашу сборную представляют сразу 3 фигуриста. Путевку на европейское первенство получили чемпион России Марк Кондратюк, Михаил Коляда и Евгений Семененко. Однако лидер сборной последних лет Коляда получил небольшую травму и снялся с турнира, и его место занял Андрей Мазалев. Первым на льду из российских фигуристов появился чемпион России Марк Кондратюк. Марк не допустил никаких серьезных ошибок, исполнив 2 четверных прыжка. Из минусов выделил одно вращение, которое получилось 3-го уровня. Евгений Семененко также практически не ошибался. 2 российских фигуриста на одном турнире и без ошибок уже удивительно для наших спортсменов. Дорожка 3-го уровня и все остальное 4-го. Евгений Семененко, похоже, настроен серьезно, чтобы поставить точку в разговорах о его путевке на Олимпийские игры. В итоге Евгений получил от судей 99,4 балла за короткую программу. Подопечного Этери Тутберидзе Мориса Квителашвили в России считают чуть ли не своим. На первый взгляд программа грузинского спортсмена не уступила как по сложности, так и по частоте исполнения российским фигуристам. Однако судьи заметили недокрут на одном из прыжков, что не могло не сказаться на итоговом результате – 92,76 балла за короткую программу. Андрей Мазалев, бронзовый призер чемпионата России, выходил на лед со своей короткой программой предпоследним. Главный конкурент Андрея на путевку в Олимпийские игры Евгений Семененко выступил чуть раньше и сделал это прекрасно. Но Мазалев не стушевался, справился с волнением и показал прокат не хуже, чем подопечный Алексея Мишина, оставив тем самым вопрос о 3-й квоте на игры от России открытым. В итоге Андрей набрал за короткую программу 99,76 балла и стал промежуточным лидером после первого дня соревнований. Если смотреть только на флаги, стоящие напротив имен фигуристов, можно подумать, что это выступали женщины. Наши спортсмены заняли не просто первые 3 места, но еще и сделали это сверхуверенно, с большим отрывом. Ну и 4-е место Мориса не может не радовать, как минимум болельщиков Хрустального. Конечно, выводы делать еще очень рано, это всего лишь короткая программа, но после сегодняшнего выступления российских фигуристов даже место Михаила Коляды в составе сборной не выглядит таким уж очевидным. Хотя, конечно, серебряная медаль на первенстве России гарантирует подопечному Алексея Мишина путевку на игры. Ну а пока будем ждать произвольную программу мужчин. И не забываем, что 13 января на чемпионате Европы начинает борьбу женщины. Друзья, нам очень важна и нужна ваша поддержка. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии.